Всем привет! Рада видеть вас на своем канале о вязании. И в этом видео мы будем вязать монетницу, мини-сумочку или кошелек еще одним очень интересным способом. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, сохраняйте видео к себе в плейлисты, чтобы его не потерять, и давайте начинать. Для вязания мне потребуется шнур, у меня 2-миллиметровый Карамель Бэби от пряжи Центр, приблизительно 50 грамм мне нужно будет, а в одном мотке 150 грамм. И крючок, которым я буду вязать, это 3 миллиметра. Итак, беру шнур и начинаю изделие с вязания цепочки из воздушных петель. Набираю 17 воздушных петель. Первую петлю я тоже считаю за петлю, а не за узелочек. Для первого ряда вяжу еще одну петлю подъема, разворачиваю немножко цепочку, вставляю крючок в заднюю перемычку и начинаю вязать соединительными петлями. Раз, в следующую точку, 2, в следующую точку, 3, 4, 5. Вяжу в начале 5 соединительных петель. В следующую точку делаю столбик без накида, 1. В следующую точку делаю 2 полустолбика с накидом, 1, и в эту же точку 2. Вот так. В следующую точку делаю 2 столбика с накидом, 1, и в эту же точку 2. В следующую точку 3 столбика с накидом, 1, 2 и 3. И оставшуюся часть ряда вяжу симметричное начало. То есть 2 столбика с накидом в одну точку. Каждый раз я вставляю крючок в заднюю перемычку, вот сюда. 1, и в эту же точку 2. В следующую точку 2 полустолбика с накидом. Опять в заднюю перемычку вставляю крючок. 1 и 2. Дальше столбик без накида. 1. И дальше 5 соединительных петель, по одной в каждую точку. 1, 2, 3, 4, 5. Первый ряд на этом закончен. Второй ряд делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд и разворачиваюсь. И во втором ряду я вяжу 23 столбика без накида за заднюю перемычку, по одному в каждую точку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23.
Для третьего ряда, для удобства ориентирования, возьму маркер и повешу его на центральную петлю третьего ряда. Это будет центральный столбик с накидом в центральной группе из 3 прибавок. Вот этот вот. И перехожу к вязанию третьего ряда. В третьем ряду опять будут прибавки. Делаю петлю подъема на следующий ряд, разворачиваю изделие, петлю подъема пропускаю и в следующую точку начинаю делать столбики без накида. Раз. Начинаю делать соединительные петли. 2, 3, 4, 5. 5 соединительных петель. В следующую точку 1 столбик без накида. В следующую точку 1 полустолбик с накидом. В следующую точку опять 1 полустолбик с накидом. Дальше у меня идет столбик с накидом. Раз. И в следующую точку делаю 2 столбика с накидом. Работаю все время за заднюю полупетлю. Раз. 2. В следующую точку опять 2 столбика с накидом. Раз. 2. Дохожу до центра и делаю сюда 3 столбика с накидом. Раз. 2. 3. И заканчиваю этот ряд симметрично началу. То есть 2 столбика с накидом в одну точку. Раз. 2. Опять 2 столбика с накидом в следующую точку. Раз. 2. Дальше 1 столбик с накидом. Затем полустолбик с накидом. Раз. И в следующую точку еще 1 полустолбик с накидом. 2. Затем столбик без накида. И заканчиваю этот ряд 5 соединительных петель. Раз. 2. 3. 4. 5. И перехожу к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд это четный, они все будут аналогичны. Делаю петлю подъема, разворачиваюсь и работаю в каждую точку по одному столбику без накида. Здесь прибавок я не делаю. 2, 3. Так до конца ряда. Четвертый ряд закончен, перехожу к вязанию пятого ряда, но сперва переставлю маркер опять на центральную петлю. Это будет эта петля центральная из группы, где мы делали 3 столбика в одну точку. И перехожу к пятому ряду. Петля подъема, разворот. Во вторую петлю от крючка начинаю делать соединительные петли в количестве 5 штук. Раз, 2, 3, 4, 5. Дальше делаю столбик без накида, полустолбик с накидом в следующую точку, опять полустолбик с накидом в следующую точку. И дальше начинаю вязать столбики с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5. И дальше
начинаются опять прибавки в этом ряду. 2 столбика с накидом в одну точку. Раз, два. Опять 2 столбика с накидом в следующую точку. Раз, два. И в центральную делаю 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И заканчиваю этот ряд симметрично. 2 столбика с накидом в одну точку. Раз, два. Опять 2 столбика с накидом в одну точку. Раз, два. 4 столбика с накидом, каждый в свою точку. Раз, два, три, 4. Дальше 2 полустолбика с накидом, каждый тоже в свою точку. Раз и два. 1 столбик без накида и 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5. Пятый ряд на этом закончен. Перехожу к вязанию шестого ряда. Но шестой ряд четный, а они вяжутся без прибавок. Делаю петлю подъема, разворот. Первую подъемную пропускаю, вставляю крючок во вторую петлю и в каждую точку вяжу по одному столбику без накида до конца ряда. В шестом ряду у меня получается 35 столбиков без накида. Седьмой ряд. Снова петля подъема на следующий ряд, разворот, опять перемычку заднюю, делаю 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5. В следующую точку столбик без накида. Дальше полустолбик. В следующую точку еще один полустолбик с накидами. Полустолбики с накидами. Дальше начинаются столбики с накидами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с накидами. Дальше 2 столбика с накидом в одну точку. Раз. Добавляю в эту же точку второй. В следующую точку опять 2 столбика с накидом. Здесь можно было переставить маркер на центральную петлю, как мы делали до этого, чтобы не сбиться. Вот она, центральная петля. И вот в нее, получается, делаю 3 столбика с накидом в одну точку. И дальше симметрично вяжу вторую половину этой детали. 2 столбика с накидом. Раз. В эту же точку. 2. В следующую опять 2 столбика с накидом. Раз. 2. Дальше 7 столбиков с накидом. Раз. 2, 3, 4,
5, 6, 7. 2 полустолбика с накидом, каждый в свою точку. Раз, два. 1 столбик без накида. Раз. И заканчиваю 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5. 7 ряд на этом закончен. Давайте я сразу переставлю маркер на центральную петлю, чтобы было удобно. И рекомендую тоже это делать в каждом ряду. 8 ряд. Петля подъема, но 8 ряд это четный, он вяжется аналогично всем другим четным рядам, без прибавок. За заднюю перемычку по одному столбику без накида в каждую петлю до конца ряда. Раз, два, 3, 4. Ну и так до конца ряда. 8 ряд готов. В нем получился 41 столбик без накида. 9 ряд. Петля подъема, разворот. Во вторую петлю от крючка, в заднюю перемычку, начинаю делать 5 соединительных петель. 3, 4, 5. Дальше столбик без накида. Раз. Дальше 2 полустолбика с накидом. Раз, два. Дальше 10 столбиков с накидом по одному в каждую точку. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В следующую точку 2 столбика с накидом, то есть прибавка. Раз, два. В следующую точку опять 2 столбика с накидом. Раз, два, то есть прибавка. И в следующую точку, это получается центр, вот он лежит напротив центра предыдущего ряда, 3 столбика с накидами. Раз, два, 3. И дальше симметрично доделываю этот ряд. 2 столбика с накидом в одну точку. Раз. В следующую опять 2 столбика с накидом в одну точку. 2. В следующую начинаю делать 10 столбиков по одному в каждой в свою точку. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем 2 полустолбика. Раз, два. 2 полустолбика с накидом. Затем столбик без накида 1 и 5 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5. 9 ряд закончен. Делаю петлю подъема, разворот. И 10 ряд четный, то есть вяжу в каждую точку просто 1 столбик без накида. 2, 3. До конца ряда. 10 ряд закончен. В нем я связала 47 столбиков без накида. И перехожу к 11 ряду. Воздушная петля подъема, разворот. Начинаю этот ряд с 5 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. Полустолбик с накидом. Раз. Полустолбик с накидом. 2.
Дальше начинаю вязать столбики с накидом по одному в каждую точку. Раз, два. И вяжу их до центрального столбика. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дохожу до центрального и в центральной делаю 3 столбика с накидами, то есть прибавку. Это будет последний раз с прибавками, поэтому здесь схема прибавок немножко меняется. Чуть-чуть делаем меньшее число прибавок. 2, 3. И заканчиваю этот ряд симметрично началу. 15 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Дальше 2 полустолбика с накидом. Раз, два. 1 столбик без накида и 5 соединительных петель. Раз, два, 3, 4 и 5. Дальше делаю петлю подъема, разворот. И следующий ряд это 12, то есть здесь вяжу по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда, по одному столбику без накида. В 12 ряду у меня получилось 49 столбиков без накида. Перехожу к 13 ряду. Петля подъема, разворот. Здесь я опять бросаю делать прибавки, но продолжаю соблюдать высоту столбиков. Что это значит? Делаю опять 5 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Дальше столбик без накида. Раз. Дальше 2 полустолбика с накидом. Раз, два. 33 столбика с накидом по одному в каждую петлю. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Затем 2 полустолбика с накидом. Раз, два. Столбик без накида и 5 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Это получается был 13 ряд. 14 ряд это четный ряд, и он получается аналогичен всем предыдущим четным рядам, то есть это петля подъема и дальше по одному столбику без накида в каждую точку. Таких пар рядов без прибавок, вот сейчас я связала 1, 13, затем свяжу 14, и таких пар мне нужно связать всего 4, и дальше начать ряды с убавками. То есть вяжу еще 3 пары рядов без прибавок, без убавок. Связала я 4 пары рядов без прибавок, и дальше начинаются убавки. Снова делаю петлю подъема на следующий ряд, разворачиваюсь и сперва работаю уже по проверенной схеме. 5 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида. 2 столбика, 2 полустолбика с накидом.
Раз. Два. Дальше 15 столбиков с накидом, по одному в каждую точку. Раз. Два. И так еще 13. Оказываюсь у центра своего изделия и здесь делаю убавку из 3 столбиков без накида. Итак, делаю накид, вставляю опять крючок за заднюю полупетлю, одну петлю вытаскиваю, в следующую точку вторую петлю и в следующую точку третью петлю. Вот я провязала 3 петли, это как бы зачатки 3 столбиков с накидом, провязываю 3 петли и накид вместе и завершаю этот элемент, еще раз провязываю петлю и рабочую петлю вместе. Вот получается убавка из 3 столбиков с накидом. Дальше снова 15 столбиков с накидом. Раз, два, 15 столбиков я провязала, дальше 2 полустолбика с накидом. Раз, два. Дальше столбик без накида. И заканчиваю этот ряд 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4 и в последнюю точку 5. Следующий ряд четный, и он будет вязаться аналогично всем остальным четным рядам, то есть по одному столбику без накида в каждую точку, без прибавок, без убавок. 22 ряд я закончила, в нем получилось 47 столбиков без накида, и перехожу к следующему ряду. Это 23 ряд, петля подъема, разворот, и начинаю все по традиционной уже схеме. Итак, 5 соединительных, раз, два, три, 4, 5, столбик без накида, 2 полустолбика, раз, два, 10 столбиков с накидом, по одному в каждую точку, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дальше начинаются убавки. Сначала 2 столбика с накидом вместе, раз, в следующую точку 2, провязываю 2 петли и накид, и 2 петли вместе. Это одна убавка. Вторая убавка. Раз, два, 2 петли и накид вместе, 2 петли вместе. Это вторая убавка. Теперь 3 петли вместе. Раз, два, 3. 3 петли и накид вместе и 2 петли вместе. И теперь симметрично делаю с другой стороны. Опять 2 петли вместе до накида вместе и еще раз 2 петли вместе до накида и вместе. И заканчиваю этот ряд опять 10 столбиков с накидом, дальше 2 полустолбика с накидом, затем 1 столбик с накидом и 5 соединительных петель. 24 ряд я связала как обычный четный ряд, у меня получилась 1 петля подъема и 41 столбик без накида. Следующий ряд 25. Снова делаю петлю подъема, разворачиваюсь, 5 соединительных петель, раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида, раз, 2 полустолбика с накидом, раз, два, 7 столбиков с накидом, раз, два, 3,
4, 5, 6, 7. Одна убавка из 2 столбиков с накидом. Раз, два. Еще одна убавка из 2 столбиков с накидом. Раз, два. Одна убавка из 3 столбиков с накидом. Раз, два, три. Вместе и вместе. И дальше симметрично. Опять убавка из 2 столбиков с накидом. Раз, два. Раз, два. Вторая убавка из 2 столбиков с накидом. Раз, два. Вместе и вместе. И дальше заканчиваю этот ряд. 7 столбиков с накидом, затем 2 полустолбика с накидом, затем 1 столбик без накида и 5 соединительных петель. Ну и четный ряд вяжу как обычно. 26 ряд четный я тоже связала. Получается здесь 1 петля подъема и 35 столбиков без накида. Дальше будет 27 ряд. Опять нечетный, опять с убавками. Петля подъема, разворот. Начинаю делать 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5. Дальше столбик без накида. Дальше 2 полустолбика с накидом. Раз. И в следующую точку 2. Дальше 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. И опять идет убавка. Убавки сейчас будут. Так, 2 столбика с накидом вместе. Раз, два. Еще раз 2 столбика с накидом опять вместе. Раз, два. 3 столбика с накидами вместе. Раз, два, три. И повторяем это теперь симметрично. Да? Опять 2 столбика с накидом вместе. Раз, два. Еще раз 2 столбика с накидом вместе. Раз, два. Дальше 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Дальше 2 полустолбика с накидами. Раз, два. 1 столбик без накида. И 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5. Это был 27 ряд, а после него будет 28 четный ряд, который вяжется просто петля подъема и все петли столбики без накида. 28 ряд связала, здесь получилось 29 столбиков без накида. 29 ряд, петля подъема, разворот, 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида. 2
полустолбика с накидом. Раз, два. И дальше. Дальше 1 столбик с накидом. За ним убавка из 2 столбиков с накидом. Еще раз убавка из 2 столбиков с накидом. Дальше убавка из 3 столбиков с накидом. Дальше убавка из 2 столбиков с накидом. Опять убавка из 2 столбиков с накидом. Один столбик с накидом, 2 полустолбика, раз, полустолбика с накидом, конечно же, столбик без накида и заканчивается ряд 5 соединительных петель. Следующий ряд 30, и здесь он будет аналогичен всем четным рядам, просто петля подъема и по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда, по одному столбику без накида. В 30 ряду у меня получилось 23 столбика без накида. И последний ряд 31. Петля подъема, разворот и 5 соединительных петель. Столбик без накида, 1, 2 полустолбика с накидом вместе, раз, 2 вместе. Дальше 2 столбика с накидом вместе, раз, 2, раз. Дальше 3 столбика с накидом вместе, раз, 2, 3. Дальше 2 столбика с накидом вместе, раз, 2. И дальше 2 полустолбика с накидом вместе, затем столбик без накида, 1, и заканчивается этот ряд 5 соединительных петель. Раз, 2, 3, 4, 5. Итак, ряды на этом закончены. Деталь должна получиться абсолютно симметрично. То есть все убавки вот эти вот, они повторили все прибавки. И получается вот такая, смотрите, прелестная ракушка. С противоположной стороны все то же самое. Остается еще обвязать эту деталь соединительными петлями. У каждого ряда были подъемные петли. Вставляю крючок в каждую подъемную петлю каждого ряда и делаю одну соединительную петлю. Последняя соединительная петля. Перехожу на боковую часть и здесь в каждую косичку кромочную тоже делаю соединительную петлю. За заднюю полупетлю по одной соединительной петле в кромочную косичку. Дохожу до противоположной стороны
И здесь точно так же в каждую подъемную петлю каждого ряда снова делаю соединительную петлю. Нахожу вот эти точки, вставляю крючок, соединительный, опять соединительный. И работаю так до конца верхней детали, и затем оставшуюся боковушку тоже обвязываю за заднюю полупетлю соединительными петлями. В конце ряда я оставляю длинную нить. Ей я буду пришивать еще застежку, вытаскиваю ее через последнюю петлю, вставляю крючок с изнанки на лицо под соединительную петлю, под обе дужки, увожу нитку на изнанку и завожу ее в последнюю соединительную петлю. Вот так. И снова увожу на изнанку. Вязание на этом закончено. Смотрите, получается такая деталь по форме, напоминающая ракушку. И эту деталь я постараюсь пришить к вот такому фемуарчику. У меня здесь в круге 66 петель итого, а на моем фемуаре 29 петель на одной половине, 29 петель на другой половине. Итого это 58 отверстий. Соответственно, 66 минус 58 это получается 8. Значит, у меня 4 петли с каждого края будет свободных. Это будут петли, которые будут приходиться вот на этот вот винтик. Да, здесь дырочек нет, но все равно этот механизм требует какого-то количества петель. По полотну контрастной ниткой делаю разметку. Здесь у меня в углах отмечены 4 петли, в противоположном углу тоже 4 петли, а на широкой стороне вместе с маркерами будет 29 петель, столько, сколько отверстий на одной половине фемуара. Дальше беру крючок и с помощью крючка увожу нитку в точку под маркером. Здесь я беру крючок меньшего номера, у меня это 2,5 мм. Вывожу нить в петлю, отмеченную маркером, на лицо. И с этой точки я буду прошивать первую половину фемуара. Прикладываю фемуар, вставляю нитку в отверстие. Затем в следующую точку. И с помощью крючка увожу на изнанку нить в изделие под следующую косичку под обе дужки. Здесь буду пришивать с помощью крючка. Но фактически я имитирую обычный шов вперед иголку. В следующую точку вывожу нить с помощью крючка и опять в следующее отверстие на фемуаре. Работать я буду без иголки, потому что с иголкой мне показалось работать сложнее. Таким образом пришиваю первую половину фемуара. Вторая половина фемуара пришивается аналогично. Более подробно о том, как пришить фемуар к сумочке, я показываю в видео вот про эту монетницу. Здесь все аналогично, отличаются эти изделия лишь изгибом фемуара и количеством петель, но все стежки и приемы будут идентичны. Ссылку на это видео я оставлю вам внизу в инфобоксе, либо найдете его вот здесь по подсказке. И посмотрите, какая красотка получилась у меня на этот раз. Такая маленькая милая ракушка, смотрите, она почти как настоящая. У этого фемуара есть еще вот такие колечки, можно прицепить карабинчики и сделать совсем мини-сумочку на какой-нибудь длинной ручке. Складываю вот здесь вот аккуратно крылышки у своей ракушки, расправляю ее. И вот она красота. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.